Ну что, дорогие друзья, допрыгались мы. США обещали нам страшно отомстить, и вот команда Дональда Трампа таки сдержала свое обещание. Знаменитый на весь мир кремлевский список пошел в дело, и наши западные партнеры с замиранием сердца и радостью в глазах наблюдают за тем, как страдают все 210 так называемых российских олигархов и политических соратников Путина. Вам страшно? Мне нет. Но вот наши западные оппоненты, а также наши соседи по глобусу и либерально настроенные россияне просто на седьмом небе от счастья и предвкушают скорое падение путинского режима, отъем у нас Крыма, ну и далее по всем пунктам мечтаний сенатора Маккейна и президента Порошенко. Как сообщает агентство Bloomberg, случилось то, что должно было случиться в соответствии с коварным планом составителей американских санкций против российской элиты. Российские бизнесмены, внесенные в списки Минфина США, начали испытывать серьезные проблемы в своей деятельности и жизни за рубежом. Как сообщают анонимные источники западных СМИ, российские бизнесмены теперь вынуждены проходить дополнительные проверки. Их третируют банки, где у них открыты счета, а их зарубежные партнеры опасаются иметь с ними дело из-за страха тоже когда-то попасть под санкции и горячую руку Госдепа. Один анонимный миллиардер пожаловался Bloomberg, что какая-то крупная сделка, над которой он работал последние несколько месяцев, теперь оказалась под угрозой срыва из-за того, что западные партнеры очень переживают из-за риска санкций и что этот россиянин включен в тот самый кремлевский список. Как вы догадываетесь, счастью тех, кто об этом пишет и комментирует, просто нет предела. Они, видимо, ожидают, что вот прямо сейчас все эти так называемые олигархи возьмут вилы и что? Устроят бунт? Выйдут на Болотную площадь протестовать против обидевшего их режима? Присоединятся к бойкоту выборов, который пропагандирует Алексей Навальный? Будут поддерживать Грудинина, то есть кандидата, которого уже поддержал экс-посол США Макфол, а также Washington-Post и Financial Times? Ну да, насчет Грудинина, может, и есть какие-то шансы. Все-таки олигархи могут поддержать олигарха. Тем более, что они, так сказать, соседи по офшорам, а может и коллеги по бизнесу. Но все-таки зря наши заокеанские оппоненты так радуются новостям о проблемах фигурантов так называемого кремлевского списка. Давайте включим воображение. Представим себе сферического бизнесмена в вакууме, хотя таких среди тех самых 210 фигурантов кремлевского списка не очень много. Там много чиновников и руководителей госкорпораций, к которым эта тема вообще никак не относится. Но все-таки там есть хрестоматийный Global Russians, о которых снимали тот самый скандальный клип Робби Уильямса, на который почему-то многие так обиделись. И вот у такого Global Russian вдруг начинаются проблемы с его британским или швейцарским банком, который не хочет обслуживать такого токсичного клиента и не хочет попадать под возможные будущие санкции. Что он будет делать? Варианты ответа. А. Будет плакать, потом гневно кричать, потом спрашивать, почему Грудинина в швейцарском банке обслуживают, а его нет. Или вариант Б. Просто заберет деньги из этого банка. Я считаю, что он просто заберет деньги из банка, и вот тут перед нами встанет во весь рост проблема того, куда эти деньги переводить. В США нельзя, в Европу нельзя. Арабский мир и Южная Америка – это все-таки места, где стрёмно прятать большие деньги. И вот что остается? Разве что Китай для самых смелых и для тех, у кого там есть хоть какие-то связи, или, как вы уже догадались, Россия. А у нас тут амнистия капиталов, и Дума как раз готовит ее продление на 1 год. И вообще у нас тут хорошо, спокойно, предсказуемо, красивый курорт в Сочи, замечательный мегаполис Москва и никаких санкций. Лепота. А что будет, если такой сферический олигарх в вакууме захочет помайданить? Плохо будет, причем быстро. С ним быстро разберутся профессионалы из ФСБ, а его главные активы отойдут или государству, или ушлым конкурентам. И даже если неудавшийся майданщик успеет сбежать, что далеко не факт, то у него нет никаких гарантий, что его, такого белого и пушистого политэмигранта, на благословенном Западе не обдерут как липку в рамках борьбы с отмыванием денег. Они все знают, что обдерут, а потом какой-нибудь американский политик или британский министр будет использовать тот факт, что его ободрали, как доказательство эффективной борьбы с влиянием российских олигархов в западном мире. Среди российских бизнесменов, которые имеют активы на Западе, есть довольно много не очень приятных с моральной точки зрения людей. Но вот дураков среди них не очень много. Поэтому, когда западные, украинские или даже российские СМИ пишут о том, что вот сейчас начнется бунт большого бизнеса против Путина,
Они просто показывают, что не понимают, как у нас все устроено. Наоборот, произойдет совсем не бунт. Сбежавшие из западных тихих гаваней и офшоров капитала и бизнесмены будут массово заявлять о том, какие они патриоты и как сильно они рады возможности вернуть деньги на родину. Я уверен, что годика через 3 на Западе осознают, что они наделали. Но будет поздно. А мы можем лишь поблагодарить Трампа и американский парламент за то, как сильно они нам помогают в национализации российской бизнес-элиты.